Этим летом редакция отправила меня в деревню Лукошино написать материал о том, как живут люди в малых селах средней полосы. Задание простое. Поговори со стариками, запиши, как устроен быт, что изменилось за последние годы. Краеведение, не больше. Мне дали один контакт. Нина Васильевна Фомина, 73 года, старейшая жительница деревни, знает здешние места вдоль и поперек. Я нашел ее дом без труда. Второй от края, с геранями в 3 окнах и старой собакой во дворе. Пес лежал поперек тропинки и даже не попытался встать, когда я открыл калитку. Только посмотрел, мутно, тяжело, и отвернулся. Нина Васильевна вышла на крыльцо сама, раньше, чем я успел постучать. Невысокая, плотная, в синем платье и фартуке. Волосы седые, собраны в пучок. Руки рабочие. Такие руки бывают у людей, которые всю жизнь не знали ничего, кроме огорода и скота. Глаза неожиданно молодые, внимательные. Такие глаза у людей, которые привыкли смотреть и замечать. Она оглядела меня с ног до головы, потом оглядела мой диктофон. Потом сказала: «Пиши, мне не жалко. Может, хоть кто-нибудь узнает?» И я спросил: «О чем узнает?» Она ничего не ответила, только сказала: «Заходи в дом, чай поставлю». Мы сидели у нее на кухне 3 часа, пили чай с бубликами. За окном шумел ветер в яблонях. Иногда мычала корова за соседским забором. Нина Васильевна говорила. Сначала тихо, потом все быстрее, все горячее, будто слова эти ждали выхода много лет, и теперь только нашлась возможность. Диктофон я выключал 3. 3 включал снова. Публикую все дословно. История 1. Соседка. Ты про деревню спрашиваешь? Про жизнь, про быт? Расскажу, конечно, все расскажу. Но сначала одну вещь. Раз уж приехал и пишешь о нашем Лукошино. Про Валентину Скорикову. Видишь в окно, через дорогу 3-й дом с синими ставнями. Вот это ее дом. Синие ставни новые хозяева покрасили. Года 3 назад купили дом, молодые, из Екатеринбурга. Дачу захотели. Хорошие люди, не жалуюсь. При Валентине ставни были белые, облупившиеся, с желтыми потеками от дождей. Зимой скрипели, долго, протяжно, особенно в ветер. Слышно было отсюда, из моей кухни. Я к этому скрипу привыкла за 20 лет. Когда скрипеть перестало, это было, наверное, хуже самого скрипа. Тишина после привычного звука всегда страшнее. Валентина умерла 11 лет назад. Февраль, метель, земля промерзлая. Мужики намучились с могилой, долбили кирками. Похороны были тяжелые. Я стояла у гроба и смотрела на ее лицо. Своими глазами. Это важно, понимаешь? Не слышала от кого-то третьего, не перепутала. Видела. Женщина была видная при жизни. Крупная, плотная. Таких называют кость широкая. Волосы темные, с широкой серебряной прядью над лбом. Она ее никогда не красила. Говорила, седина — это достоинство. Ходила в перевалочку, немного приволакивала левую ногу. Варикоз у нее был лет 40. Страдала сильно, но к врачам ехать не хотела. «На пенсии займусь», — говорила. И вот не успела. Голос у нее был низкий, с хрипотцой.
Смеялась громко на всю улицу. Мы с ней не дружили в том смысле, в каком дружат. Она была человек закрытый. Сходилась с людьми трудно, в разговоры не лезла. Но 20 лет по соседству — это свое. Здороваешься каждый день. Разговариваешь через забор о картошке и погоде. Делишься рассадой и рецептами. Знаешь человека насквозь, хочешь того или нет. Похоронили. 9 дней, 40 дней. Все как положено, все справили. Дочь ее единственная, Тамара, приехала из Екатеринбурга. Небольшого роста, худенькая, совсем не похожая на мать, только темные глаза те же. Тамара разобрала вещи, часть увезла, часть раздала соседям, дом заперла, уехала. Прошел март. Холодный март был в тот год, со снегопадами. В апреле я увидела ее у калитки. Раннее утро. Я шла к колодцу с ведрами. Туман еще не поднялся. Лежал по огородам, по грядкам, густой, молочный. Кустарники торчали из него, как острова. И вот у калитки через дорогу стоит женщина. Смотрит на меня. Я поставила ведра, стою. Она стоит. Первая мысль, нормальная, объяснимая, показалась. Со мной такое бывало. Мелькнет кто-то похожий в толпе или вдалеке, думаешь, да нет, не может быть. Это не мистика, это просто устроена так наша голова, видит то, что хочет видеть. Вторая мысль. Тамара, дочь вернулась. Только Тамара маленькая, субтильная, а эта плотная, широкая в плечах, точь-в-точь Валентина. И платок, серо-голубой в мелкий горошек. У Валентины таких было 2, она носила по очереди. Один выстирает, надевает другой. Я эти платки видела сотни раз. Я говорю: «Тамара, это ты?» Она не ответила. Повернулась медленно, в перевалочку, с тем чуть заметным волочением левой ноги, и зашла во двор. Калитка скрипнула, дверь закрылась. Я постояла немного, взяла ведра, пошла за водой. Весь день убеждала себя: Тамара приехала без предупреждения, или вообще просто похожая женщина, мало ли. Надо зайти, поздороваться, спросить, нужна ли помощь. Но что-то меня не пустило. Не страх, другое что-то. Что-то в желудке, тупое, тяжелое, как будто ты съел что-то не то, и организм сигналит: «Стой!» Не зашла. На следующий день тоже не зашла. Через 3 дня увидела снова. Уже не в тумане, не на рассвете. Ясный полдень, солнце, птицы орут в кустах. Она шла по улице с ведром. Размеренно, в перевалочку, левая нога чуть тянется. Я вышла с огорода и встала прямо на ее пути. Говорю: «Здравствуйте, простите, вы кто будете?» Она остановилась, посмотрела. Вот сейчас, как тебе объяснить точнее? Глаза были правильные, карие, с тем прищуром, что всегда был у Валентины. Она немного щурилась на свету, наверное, близорукость. Правильные глаза, только в них было что-то такое пустое. Знаешь, как бывает окно в нежилом доме? Стекло чистое, прозрачное, но за ним темно и ничего не происходит. Вот такие. Не страшные, просто пустые. Она говорит: «Мина, ты меня не узнаешь?» Голос ее, вот я тебе клянусь, тот самый голос. Низкий, с хрипотцой, и эта интонация «Нина» с нажимом на второй слог. Именно так Валентина всегда говорила. Я говорю тихо: «Валентина?» Она улыбнулась. И вот эта улыбка. Не страшная, нет. Просто неправильная. Валентина смеялась широко, громко, зубы показывала.
У нее один передний зуб был чуть повернут боком. Не уродство, а особенка, что ли. Лицо от этого было живое, не скучное. И когда она улыбалась, этот зуб сразу был виден. У этой улыбка была осторожная, сдержанная, как у человека, который очень давно не улыбался, потом вспомнил, как это делается, и делает правильно, но как упражнение. Как будто губы выполняют задание, они чувствуют радость. Я говорю: «Ты умерла, я была на твоих похоронах». Она говорит ровно, без малейшего удивления: «Да что ты, Нина, я вот хожу». И пошла дальше, с ведром. «Вы пошли за ней?» «Нет, не пошла». В тот же день побежала к Петровне, ближайшая моя соседка, через забор справа, всю жизнь знаю. Рассказала. Петровна выслушала, покивала и говорит: «Нин, ну что ты? Тамара прислала кого-нибудь за домом смотреть. Или двоюродную какую нашла. Вы, вдовы, все на нервах живете. Все вам мерещится». Я говорю: «У Валентины двоюродных не было. Она мне сама говорила». Петровна говорит: «Ну и что? Откуда ты знаешь? Может, забыла сказать? Или новые нашлись?» И я замолчала, потому что объяснить я не могла. Ни слова объяснить. Ощущение. А ощущение не объяснишь. Шли дни. Та женщина жила в доме, огород развела теми же грядками, что Валентина держала. 3 ряда картошки, потом лук, потом морковь, в дальнем углу укроп, точь в точь. Я специально смотрела через забор, специально запомнила, как у Валентины было, и сравнивала. Одинаково. Кошек завела, рыжую, серую и черную. У Валентины тоже было 3 кошки, именно такие. Я думала, после смерти хозяйки разбежались, поди найди. Но вот снова 3: рыжая, серая, черная. Я однажды окликнула рыжую по имени: «Рыжик». Она откликнулась сразу. Именно так, как откликалась Валентинина. Деревня наша 40 домов. Все всех знают, видят все. И вот что меня удивляло. Постепенно все как будто успокоились. Перестали спрашивать. Встречают ее на улице, здороваются. Она отвечает: разошлись. Как ни в чем не бывало. Будто так и должно быть. Будто никто ничего не замечает, хотя все, я была уверена, замечают. Никто не говорил вслух. Я тоже перестала после Петровны, но следила, отмечала, кто заходит к ней в дом. Первым зашел Семен Ильич Громов. Апрель, вечер, еще светло. Он открыл калитку, постучался, она вышла, они поговорили на крыльце, потом он зашел внутрь. Я видела, как захлопнулась дверь. Пробыл он там примерно 1,5 часа. Вышел, пошел домой обычным шагом. На следующий день Семен Ильич был другим. До этого он был известный в деревне горлопан. Орал на жену из-за любой мелочи, слышно было за 3 двора. Пил не то чтобы сильно, но регулярно. Жена, Маша, ходила все время с поджатыми губами, измученная. А теперь тихий, ровный, приветливый. Маша сияла. Семен у меня как будто новый человек. Добрый стал, спокойный. Вчера цветы принес. Первый раз за 30 лет. Она искренне радовалась. Я смотрела на Семена и не радовалась. Потому что глаза у него стали пустые. Те же глаза, серые, маленькие, глубоко посаженные, все правильно. Только пустые, как у той, через дорогу. Потом зашла Петровна. Сама мне рассказала на следующий день, довольная: «Нин, а ты знаешь, я к Вале заходила. Чаю попили, поговорили.
Хорошая женщина. Я не понимаю, почему мы столько лет не дружили. Я говорю: Петровна, не ходи туда больше. Она смотрит на меня. Что? Почему? Что с тобой такое? Я не смогла объяснить. Что я скажу? Что у нее пустые глаза будут? Как это звучит? Через неделю у Петровны были пустые глаза. Хорошая баба была Петровна. Живая, шумная. То смеялась, то ругалась, то сплетничала, то жалела кого-нибудь от всей души. Настоящая, понимаешь? С характером, с нервами, со своими причудами. Баба. А теперь ровная, тихая, приветливая. Улыбается мягко, говорит правильные слова. Все правильно, только ее там нет. Тем временем я составила для себя своеобразный журнал. Просто по памяти, ничего не записывала, но в голове держала. Кто зашел, когда, как изменился после. И вот что любопытно. Все менялись одинаково. Не похожи друг на друга, а именно одинаково. Тише, ровнее, добрее. Пустые глаза, мягкая улыбка, правильные слова в правильном месте. Будто одна рука всех их поправила, как рукодельница поправляет кукол в витрине. И еще я заметила, они не болели. После того, как побывали у нее, ни простуд, ни давления, ни боли в спине. Семен Ильич, который каждую зиму лежал с радикулитом, ходил бодрый. Петровна, которая маялась суставами, перестала хромать. Это замечали все. Говорили, что-то люди поздоровели, воздух у нас, видно, хороший. Радовались. Я не радовалась, потому что нас не затем сюда поставили, чтобы мы ходили тихонькими куколками и не болели. Мы должны болеть и ворчать, и ссориться, и мириться. Вот это и есть жить. А то, что стало с ними, это что-то другое. Не жизнь. Что? Не знаю. Но не жизнь. Потом Николаев из соседней улицы. Потом дед Прохоров. Потом молодая семья Лисицыных, которые только год назад переехали из города. Они зашли вместе, втроем. Я видела, как они идут туда, и хотела крикнуть, остановить. И не закричала. Потому что что я им скажу? Они будут смотреть на меня, как на сумасшедшую. К ноябрю половина деревни. Муж мой Коля говорил: «Нина, оставь. Может, нормальный человек, ты навыдумывала». Я говорю: «Коля, ты же видишь. Семен Ильич изменился. Петровна изменилась». Он говорит: «Люди меняются, тебе только кажется». Я на него обиделась. Потом поняла. Он просто хотел, чтобы я успокоилась. Не верил или не хотел верить. Она звала меня все это время. Выходила на крыльцо, окликала через дорогу: «Нина, зайди чаю попьем». Ласково, без нажима. Как будто просто соседка зовет соседку, ничего особенного. Я отговаривалась. То давление, то некогда, то спина. Она кивала и уходила в дом. Но я замечала, каждый раз отказывая, я чувствовала что-то вроде неловкости, как будто я поступаю нехорошо. Человек зовет, а я отказываю. Вот ведь, даже это чувство работало против меня. Наступил ноябрь. Приехала Тамара, дочь, навестить мать. Ну, то есть ту, кто живет в доме матери. Я видела в окно. Тамара заходит, дверь закрывается, горит свет в кухонном окне. Сидят, разговаривают. 3 часа прошло. Тамара вышла. Уехала сразу, ни к кому не зашла. Я думала, уехала в шок, позвонит в полицию, что-то сделает. Месяц ждала, ничего. Тамара приехала снова.
уже неторопливо. Зашла к матери, пробыла до вечера, вышла и пошла по соседям. Тихая, с мягкой улыбкой, с пустыми глазами. Вот тогда я поняла окончательно. Назад пути нет. Что бы там ни делалось в том доме, оно работает на всех. И я, последняя в деревне, кто не побывал там. Она прожила здесь еще 3 года. Потом как-то незаметно уехала, дом продала через агентство, сложила вещи в машину, отбыла. Тамара говорит, к дальним родственникам на юг. Но у Валентины, я повторяю, не было родственников. Была только Тамара. Была одна ночь. Август, духота страшная, не спалось. Встала, открыла окно, выходит на улицу. Смотрю, у ее дома что-то происходит. Свет в доме не горит, луны нет, темно. Но у калитки фигуры. Несколько. Стоят неподвижно. Я долго смотрела. Глаза привыкли к темноте, и я узнала. Наши. Человек 8. Семен Ильич, широкоплечий, узнала сразу. Маленькая фигурка Петровна. Еще несколько. Стоят у ее калитки. Молча, ни шороха. Потом дверь в доме открылась, она вышла на крыльцо, постояла, зашла обратно. Дверь закрылась, и те, что стояли у калитки, разошлись по домам. Тихо, без слов. На следующий день я спросила Семена Ильича: «Ты ночью куда ходил?» Он говорит: «Никуда, спал». Без смущения, без паузы. Не помнил или не считал, что было что-то необычное. Вот тогда я по-настоящему испугалась. Не того, что они ходят, того, что не помнят. Деревня наша теперь удивительная. Никто не ругается, не пьет, не скандалит. Все приветливые, тихие, добрые. Помогают друг другу без просьб. Красота, не деревня. Только я хожу среди них, ворчу, бурчу, сама с собой говорю. Смотрят на меня с этой мягкой улыбкой и приглашают зайти. Я не захожу. Но иногда устаю. Устаю одна. Устаю бояться. И думаю, а может, там и вправду хорошо. Тихо, спокойно. Ничего не болит, никаких забот. Может, она сделала им доброе дело, избавила от этой кутерьмы, что называется жизнью. Потом встряхнусь и думаю: нет, нет. Ты уедешь, и опять я одна здесь, с этим. Иногда я смотрю на новых хозяев дома напротив. Молодая пара из города, добрые люди, улыбаются, здороваются. Они ничего не знают. Они купили дом с синими ставнями и думают, что купили просто дом. Я иногда думаю, сказать им, но что я скажу? Здесь раньше жила мертвая женщина, и она забрала у людей что-то важное. Они вызовут скорую? Мне. Молчу. Надеюсь, что оно ушло вместе с ней, что с новыми людьми в этом доме ничего такого не будет. Надеюсь. Только вот кошки от них все время прячутся. 3 кошки в деревне. Рыжая, серая, черная. Хожу мимо их дома, кошки смотрят на него и не подходят ближе. Сидят поодаль. Коты, они чувствуют. Ты пей чай, пей, остынет. История 2. Голос из ямы. Куда торопишься? Сиди, у меня еще есть. Эта история не здесь, в Ельниках, 20 километров на север отсюда. Я оттуда родом, до 18 лет там прожила
Так что это не слухи, это из первых рук. Деревня Ельники стоит на опушке старого леса. Береза, осина, сосна в таком порядке, как идет от деревни вглубь. Сначала светлый березовый лес, где хорошо, и грибов много, потом осинник, мрачнее, темнее, но тоже знакомый. А дальше, глубже, сосны. Там уже сумрак в любое время дня, земля мягкая от многолетней хвои, тихо, слишком тихо. Этот сосновый угол и называли тихим местом. Хотя, и это меня всегда удивляло, тихим он как раз не был. Там всегда что-то слышалось, не постоянно, не громко. Иногда треск ветки там, где ветра нет. Иногда шаги, медленные, равномерные, уходящие вглубь. А иногда совсем явственно, как будто кто-то произнес твое имя. Тихо, отчетливо, прямо в ухо. Метров 300 от опушки в тихом месте была яма. Большая, 3 метра в поперечнике, идеально круглая. Края ровные, поросшие старым мхом, темно-зеленым, плотным, мягким на ощупь. Глубина неизвестная. Взрослые бросали камни, не слышали удара. Один раз, говорят, бросили горящий клок бумаги. Он летел вниз, уменьшаясь, и огонек долго еще светился в глубине. Никто вслух не считал секунды. Почему-то у всех разом пропало желание считать. Нас с детьми туда не пускали. Объяснения были разные. Кто говорил «провал», «упадешь», кто просто отрезал «нельзя» таким голосом, что дальше спрашивать не хотелось. Я видела яму один раз, в детстве. Мы с подругой Нюркой Сорокиной ходили за черникой, немного заплутали и вышли к тихому месту. Яма была в дальнем конце поляны. Я ее увидела и остановилась. Без всякой причины, просто ноги остановились сами. Нюрка тоже встала. Мы не сговаривались. Стояли, смотрели несколько секунд. Потом одновременно повернулись и пошли обратно. Быстро, не бегом, но быстро. Не разговаривали до самой деревни. Уже дома Нюрка говорит мне: «Ты слышала?» Я говорю: «Нет, а что?» Она говорит: «Оно позвало меня по имени». Я ничего не слышала, но я ей поверила сразу. Это был год, наверное, 83-й. Мне лет 8 было. А лет через 4 пропал Леша Коренев. 32 года ему было. Хороший мужик, тихий, работящий. В колхозе работал механизатором. Жена Клава, 2 сыновей, младшему 5 лет. Пошел в лес по грибы на выходных. С утра ушел, к обеду нет, к вечеру нет, к ночи нет. Искали 3 дня, всем миром. Мужики прочесали лес, милиция из района приехала с собаками, собаки водили и встали у ямы. Дальше идти не хотели. Легли, заскулили тихо. У ямы нашли шапку Леши. Больше ничего. Тело не нашли. Дело не закрыли, так оно и зависло. Клава убивалась страшно. Старший сын ходил молчаливый, закрытый. Младший сначала все спрашивал: «А где папа?» Потом перестал спрашивать, что, наверное, хуже. А через неделю после пропажи Клава рассказала свекрови. Слышит его голос. Ночью, под окном. Зовет ее: «Клава, Клава, выйди ко мне». Клава говорила. Голос его. Точно его. Не похожий. Именно его. С той интонацией, с которой он всегда ее звал. Клава. Мягко, с удлинением 2-го слога. Именно так и никак иначе. Свекровь говорит: «Не выходи,
Ни при каком условии. Это мертвец домой просится. Нельзя пускать. Первую ночь голос стоял под окном и звал. Клава закрылась, детей к себе прижала, сидела до рассвета. Вторую ночь то же самое. Голос обходил дом, звал с разных сторон. Третью голос был в сенях. Клава слышала, как скрипят половицы прямо за дверью. Медленно, равномерно, как будто кто-то ходит туда-обратно. На четвертую ночь замолчала. Совсем. Друг мой, если тебе нравятся мои истории, то будь добр, поставь лайк и напиши, откуда ты смотришь. Жду тебя в комментариях. А если подпишешься, то благодарности моей не будет предела. Клава потом рассказывала. Самое страшное было не когда голос звал. Самое страшное было на четвертую ночь, когда он замолчал. Потому что молчание было хуже голоса. Голос хотя бы понятен, он там, за дверью. А молчание, оно везде. А потом стали слышать другие. Не Лешин голос. Свои. Каждый своих умерших. Тетка Маруся Волкова, что жила в крайнем доме у леса, слышала сестру. Та умерла 5 лет до того в Перми от рака. Голос шел из земли, из пола. «Маруся, мне холодно. Маруся, выйди, я тут замерзла». Дед Захар Терехин, ветеран, 70 лет с хвостиком, крепкий дед, слышал сына. Сын у него погиб на заводе давно. Несчастный случай. Голос. «Папка, выйди. Я здесь у забора. Я жду тебя, папка». Захар вышел. Вот это самое страшное. Он вышел. Утром его нашли на огороде. Сидит на земле, лицом к лесу, спиной к дому, руки на коленях. Живой. Глаза открыты, моргает, дышит. Только молчит и смотрит на лес. Его потрясли, окликнули. Никакой реакции. Смотрит и молчит. Привезли доктора из района. Тот сказал: нервное потрясение, острый стресс, нужна больница. Отвезли. Там он заговорил. Через несколько дней. Сначала несвязно, потом яснее. Дочь его, Лена, сидела рядом. Однажды он повернул к ней голову и сказал, ровно, без выражения, как будто читал по бумаге: «Там глубоко, там хорошо, там тихо, там нет ни дня, ни ночи, там все, кого мы потеряли». Лена говорит: «Папа, ты там был?» Он посмотрел на нее и замолчал. Больше ничего связанного не сказал. До самой смерти, через 2 года. После деда Захара голоса прекратились. Дней на 20 в деревне было тихо. Выдохнули. Уже надеялись все. Не все. Когда они вернулись, стало по-другому. Раньше голоса звали к себе умерших людей. Теперь они начали звать живых. По именам живых людей, но чужими голосами. Или нет, голосами живых людей, которые сейчас тут же рядом, в доме, спят. Прохор Семенов ночью колотил в наши ставни. Отец открыл. Стоит Прохор, белый, руки трясутся. Говорит: «Федор, там в лесу мой Колька кричит». Слышу явственно. Кричит: «Папа, помоги, я потерялся, мне страшно». Кольке было 8 лет, он спал дома в тот момент. Отец говорит: «Прохор, иди домой. Проверь сначала, что Колька дома». Прохор пошел, вернулся через 10 минут. Дома, спит. Но я же слышу, там, в лесу. Отец говорит: «Закрой дверь, задвинь засов и не выходи,
Что бы ни слышал, не выходи. Голос кричал в лесу всю ночь. «Папа, папа, мне холодно, я потерялся». Прохор сидел у запертой двери и слушал. Не вышел. Утром голос замолчал. Колька проснулся живой и здоровый. После этого в деревне сложилось правило, негласное, нигде не записанное, просто все знали. Ночью из леса могут звать. Голосами твоих детей, твоих родителей, твоего мужа. Не выходи, не открывай, не отвечай. Особенно не отвечай. Потому что если ответишь, голос замолчит. А потом придет уже не в лес, придет ближе. Сама я тоже слышала. Один раз. Мне было лет 16, уже знала про яму, знала правила. Поздний вечер, конец августа. Мать в огороде что-то доделывала, я в доме одна. И вдруг под окном. Нина. Тихо, отчетливо, женским голосом. Я узнала его сразу. Бабушка. Умерла, когда мне было 9. Голос помнила точно. Высокий, мягкий, чуть певучий. «Нина, Нинушка, выйди ко мне, внученька». Ноги стали как ватные. И было одно желание — выйти. Не страшное, мягкое. Как будто это правильно, как будто там хорошо и меня ждут. Я зажала себе рот рукой, стиснула зубы. «Нинушка, я жду тебя, не бойся». Потом вошла мать. Увидела меня посреди комнаты, рука у рта. Без слов поняла. Обняла крепко и говорит тихо: «Не отвечай, никогда не отвечай». Голос замолчал к полуночи. Наутро я спросила мать: «А бабушка, она там, в яме?» Мать долго молчала, потом: «Она на нашем кладбище лежит, там лежит». Пауза, но что-то они там. Больше мы не говорили об этом. Я уехала из Евников в 18, замуж вышла, приехала сюда. Возвращалась редко мать навещать. В последний раз была лет 12 назад. Деревня была почти пустая, домов 7 жилых. Мать рассказала, 3 ушло за эти годы. 2 мужчин и старуха Евдокия, ей 80 с лишним было. Евдокия ушла средь бела дня. Соседки видели в огороде, она шла через грядки к лесу. Звали, она не оборачивалась. Шла ровно, неторопливо, как будто шла по своим делам и хорошо знала куда. Отец рассказывал еще один случай. Году в 70-м, до моего рождения, приехал в Евники молодой агроном из района. Образованный, городской, ни в какие деревенские суеверия не верил. Деревенские рассказали ему про яму. Он засмеялся. Провал карстовый, природное явление. И пошел смотреть. Один, с фонариком. Вернулся через час. Сел на крыльцо председательского дома и просидел там до утра. Не разговаривал, просто сидел. Утром уехал. Не попрощался ни с кем. Году через 5 кто-то из деревенских встретил его в городской больнице. Случайно, по своим делам. Тот агроном там лежал. Уже несколько лет. Живой, здоровый, только молчал. Не говорил ни слова, ни на что не отвечал. На прикроватной тумбочке лежала записная книжка. Медсестра говорила, он иногда в ней писал. Одну и ту же фразу, страница за страницей. Там очень глубоко. Там очень глубоко. Там очень глубоко. Яму так и не засыпали?
Пробовали. Дважды. Первый раз. Земля. 3 машины грунта свалили туда. На завтра приехали посмотреть. Яма пустая. Края те же. Мох тот же. Как будто ничего и не сыпали. Второй раз председатель бетоном решил. Пригнал бетономешалку. Лили долго, несколько часов. На завтра бетон провалился. Яма стоит. Потом колхоз развалился, председатель умер, молодежь уехала. Сейчас там несколько стариков доживают. Яма стоит. Знаешь, что меня больше всего в этой истории держит? Вот дед Захар, когда его нашли на огороде, он сидел лицом к лесу, лицом к яме, спиной к дому, к жизни. И выражение у него было, Лена рассказывала, не ужас, не горе, умиротворенное выражение, как у человека, который наконец-то добрался до места, где ему хорошо. Может, там и вправду хорошо. Откуда нам знать? Мы отсюда не видим. Ельники сейчас почти пустые. Я узнавала недавно. 3 дома жилых осталось. Доживают самые старые. Молодежи нет вовсе. Яма стоит. Я думаю иногда, если деревня совсем опустеет, куда пойдут голоса? Они привязаны к месту или могут двигаться? Лучше не думать об этом. Мать мне рассказывала, перед тем, как я последний раз уехала, еще одну вещь, что иногда вечером, когда туман с поля натянет и смеркнется, бывают видны огни в той стороне леса, где яма. Не костры. Огни, будто фонарики, движутся. Тихо, без голосов, без шума. Просто огни идут между деревьями, то сближаются, то расходятся. Старики говорили, что это было всегда, еще до их стариков, что это те, кто ушел. Они там, в лесу, ходят кругами. Зачем? Непонятно. Куда? Непонятно. Просто ходят. Я спросила мать, «Ты сама видела?» Она говорит, «Видела 1 раз. Сидела у окна вечером, думала о твоем отце, он тогда уже болел. И вдруг вижу огни за лесом, 3 или 4, медленно двигаются. Я смотрела долго. Потом 1 огонек остановился, постоял и прямо ко мне, как будто почувствовал, что я смотрю. Шел к деревне. Я задернула занавеску. Больше она про это не рассказывала. И я не спрашивала. История 3. Муж. Последнее расскажу. Самое важное для меня. Про Колю. Это муж мой был, Николай Петрович. Слушай внимательно, не перебивай. Я все равно скажу, как было, а ты уж думай сам. Коля, мы поженились в 88 году. 22 года вместе прожили. Детей не нажили. Не получилось, что теперь говорить об этом. Вдвоем жили. Хорошо жили. Не идеально, как у всех бывают и ссоры, и обиды, но жили по-настоящему. Я его знала до донышка. 22 года – это очень много, если каждый день рядом. Знала, как он смеется. Закинет голову назад и смеется беззвучно. Только плечи трясутся, и слезы на глазах выступают. Знала, как он кашляет по утрам. Долго, основательно, в кулак. И обязательно потом выпивает стакан воды. Знала, как он ест. Аккуратно, не торопясь. Хлеб обязательно крошит левой рукой по краю тарелки. Знала, как сопит во сне. Чуть, почти не слышно.
только если на спину перевернется. Знала, что он с детства терпеть не может соленые огурцы. Объелся когда-то в детстве, потом не мог видеть. Знала, что спит на правом боку. Всегда, всю жизнь. Знала, что боится высоты панически. Еще с детства, с какого-то падения. Вот это все знала. 22 года. И вот, сентябрь 2008 года. Дальний конец нашей улицы. За оврагом 3 дома стояли на отшибе. Кузьмины, их было 3, муж Степан, жена Зина и взрослая дочь Света, незамужняя. Старик Матвей Гречко, одинокий, и вдова Антонина Рябова. Все 5 не молодые, но и не дряхлые, крепкие деревенские люди. В начале сентября я заметила, что оттуда людей не видно. Неделю ни дымка, ни голосов. Колодец стоит нетронутый, собака у Кузьминых не лает. 2 недели так. Коля говорит: «Схожу посмотрю, может, заболели, помощь нужна». Я говорю: «Возьми кого-нибудь с собой». Он говорит: «Да что там, 3 дома, я мигом». Ушел один. Вернулся через 2 с небольшим часа. Я была на кухне, картошку чистила к ужину. Он зашел, снял сапоги в синях, прошел на кухню, сел на табурет. Сидит, молчит. Я смотрю на него. Что-то не то. Не могу сказать, что. Лицо его, одежда его. Сидит, как он всегда сидит. Но что-то не то. Как будто в комнату зашел кто-то чужой и надел на себя Колю. Я стряхнула это ощущение. Думаю, устала, нервы. «Ну, что там?» Он говорит: «Пустые дома, никого нет. Вещи все на местах, еда на столах. Ушли куда-то, не знаю куда». Я говорю: «В милицию надо сообщить». Он говорит: «Надо». Голос спокойный, ровный, ни удивления, ни беспокойства. Вот это меня и зацепило. Он был чересчур спокоен. Коля всегда переживал за людей, любую беду близко к сердцу принимал. А тут 5 соседей пропали, он говорит: «Надо». Таким тоном, будто разговор идет о погоде. Сообщили, приехали, посмотрели, уехали. Взрослые люди, насилия не видно. Дело зависло. Жизнь пошла дальше. Только вот Коля был другой. Я объяснить не могу, чего именно не хватало. Вот он напротив меня за столом, вот говорит что-то, вот смотрит на меня. Все правильно, все как должно быть. Только то, что делало его Колей, исчезло. Осталась точная копия, очень точная, очень аккуратная, но копия. Я заметила не сразу. Это не было что-то одно, большое, очевидное. Это были мелочи. По отдельности ерунда, вместе что-то чужое. Первое — огурцы. Сели ужинать, я поставила на стол банку маринованных для себя. Коля потянулся и взял. Я говорю: «Коль, ты же огурцы не ешь». Он говорит: «Я? Ем, вкусные». Спокойно, без удивления. Я говорю: «Ты всю жизнь их не переносил». Он говорит: «Нина, что ты выдумываешь?» Съел 3 штуки. Не поморщился ни разу. Второе. Бок. Всю жизнь спал на правом. Я знаю это точно. Это была часть нашего устройства. Я левый бок, он правый. Мы не мешаем друг другу. Однажды ночью он лег на левый. Я говорю: «Коль, ты не туда». Он говорит: «Нина, я всегда на левом сплю». Я говорю: «Никогда в жизни». Он говорит: «Ну что ты придумываешь?» Повернулся к стене и заснул. Третье. Высота. В октябре того же года
Коля полез на крышу. Один, без предупреждения. Говорит, надо прогнившую доску заменить. Я вышла во двор, он уже наверху. Ходит по коньку. Спокойно. У меня сердце упало в пятки. Кричу: «Коля, слезь немедленно! Ты же боишься высоты!» Он смотрит на меня сверху, как смотрит на человека, который несет явную чепуху, и говорит: «Я не боюсь». Я ушла в дом, стояла в сенях долго, руки дрожали. Тогда же, в ту же осень, он перестал смеяться своим смехом. Я не сразу заметила, просто в какой-то момент поняла, что давно не слышала этого смеха, запрокинутой головы и трясущихся плеч. Он улыбался, правильной улыбкой в нужных местах, но не смеялся. И глаза при улыбке оставались спокойными. «Вы сказали ему?» «Один раз, прямо. Говорю: Коля, с тобой что-то произошло. Ты изменился, ты другой». Он посмотрел на меня долго, внимательно. Потом говорит: «Нина, ты устала. Тебе надо отдохнуть». Обнял, тепло так обнял. Я не говорила больше. Что мне оставалось? Он не причинял мне зла, не кричал, не пил, не бил. Хозяйство вел исправно, помогал. Все правильно, только не он. Не знаю, до сих пор не знаю. Был один разговор, который я долго вспоминала потом. Это года через 3 после того похода. Зима, вечер, сидим, телевизор смотрим. Какая-то передача о природе, про подводный мир. Показывают глубоководных рыб, тех, что живут на километровых глубинах в кромешной тьме. Странные создания, слепые, светятся в темноте. Коля смотрел очень внимательно. Я покосилась на него, лицо сосредоточенное, глаза не отрываются от экрана. Потом он говорит тихо, будто себе: «Там тоже жизнь, своя, другая». Я говорю: «Ты про что?» «Там, в глубине, там своя жизнь. Просто мы ее не видим отсюда и думаем, там пусто, а там...» Я молчу. Он продолжает: «Там давление такое, что нас бы раздавило, холод, темнота, а им хорошо, они там дома». Я говорю: «Коля, ты про рыб говоришь?» Он посмотрел на меня, помолчал, говорит: «Да, конечно, про рыб». И замолчал до конца передачи. Я эти слова помню дословно. Там тоже жизнь, своя, другая. Им там хорошо, они там дома. Я думаю, он говорил про рыб или про то, что видел там за оврагом, в пустых домах, про то место, откуда пришло что-то, что заняло его. Не знаю. Никогда не узнаю. В последние 2 года его жизни он что-то изменился снова. Не стал прежним Колей, нет, но стал как-то тревожнее. Просыпался ночью, сидел на кровати в темноте. Я спрашивала: «Не спишь?» Он говорил: «Иди спать, Нина, ровно». Один раз я проснулась в 3 ночи от того, что не было привычного тепла рядом. Коля стоял у окна, смотрел в сад. В саду ничего, темно, яблони, трава. Я говорю: «Коля, ложись». Он медленно повернулся, смотрит на меня долго. Потом говорит: «Нина, ты меня любишь?» Я говорю: «Коля». Он говорит: «Скажи, пожалуйста». Я говорю: «Люблю». Потому что еще я могла сказать? Он кивнул, лег
заснул почти сразу. Утром встал, как ни в чем не бывало. Сделал чай, позвал меня к завтраку. Снова ровный, спокойный, правильный. Больше он такого не спрашивал. Но я помню этот вопрос. Я думаю, а кто спрашивал? Он или то, что было в нем? И зачем ему или ему был нужен ответ? Не знаю. До сих пор не знаю. Через месяц после его похода к тем домам я сходила туда сама. Одна. Коле не сказала. Перешла овраг, вошла в дом Кузьминых. Пыль, паутина, 3 прибора на столе, 3 тарелки, засохшая еда с плесенью, 3 ложки, 3 кружки. Все правильно. Кузьминых было 3. Только 4-й стул был отодвинут от стола. 4-я кружка сдвинута в сторону, как будто кто-то взял, подержал, поставил не туда, отдельно. 4-го у Кузьминых не было. Я постояла, вышла. Зашла в дом Рябовой. Там 1 прибор и тоже лишний стул отодвинутый. Зашла к Матвею, то же самое. Он сидел за каждым столом. Кузьмины, Рябова, Матвей. Он заходил к каждому. Что там происходило, не знаю. Что с ними разговаривали, не знаю. Чем его угостили, не знаю. Знаю только, что он ушел оттуда другим, и что те 5 ушли куда-то. Или их взяли, или что-то обменяли их на него. Взяли 5, вернули 1, но не того. Мы прожили с ним еще 12 лет. Нормально жили, неплохо. Он был добрый, спокойный, внимательный. Лучше многих мужиков, честно говоря. Никогда не повышал голос, никогда не пил лишнего, всегда помогал. Только вот по ночам иногда я лежала рядом с ним и слушала, как он дышит, и думала: кто ты? Что ты? Он умер в 20-м году. Инфаркт в больнице. Я сидела рядом, держала за руку. За несколько минут до конца он открыл глаза, посмотрел на меня, и впервые за 12 лет в глазах было что-то настоящее. Не спокойствие, не ровность, что-то живое, испуганное немного, растерянное. Он сжал мою руку, крепко, как Коля сжал бы, и сказал тихо: «Нина, я не вернулся оттуда, понимаешь? Я думал, что вернулся, но нет. Там было очень тихо. Там все стоит. Прости меня». И умер. Я сидела с ним долго. Потом вышла, позвала медсестру. Все как положено. До сих пор думаю, что значит «я не вернулся». Кто тогда жил рядом со мной 12 лет? Что это было? И где настоящий Коля? Там, в той тишине? Там, где, как говорил дед Захар из Ельников, нет ни дня, ни ночи, и все, кого мы потеряли. Может, ему там хорошо. Я хочу верить, что хорошо. Я хочу верить, что он там не один. Это все, что я могу ему дать теперь, что верю в это. Последнее, что скажу. Через год после смерти Коли я убиралась в доме. Разбирала его вещи. Давно откладывала, не могла заставить себя. В кармане его старого пиджака нашла записку, сложенную в 4, обтрепанную по краям. Значит, долго носил с собой, долго перекладывал из кармана в карман. Развернула. Там было написано его рукой. Я почерк его знала хорошо. Несколько слов. «Нина, если ты это читаешь, знай, что я помнил тебя. Все время. Даже там». Дата на записке. 2009 год.
через год после того похода. Значит, что-то от него там оставалось, что-то помнила, что-то понимала. Я эту записку храню. Вон, на иконостасе, рядом с образами. После его смерти я однажды вернулась к тем 3 домам за оврагом. Дома совсем развалились, крыши провалились, деревья проросли сквозь стены. Я прошла по тому, что осталось от огородов. Перед домом Кузьминых стояла скамейка. Старая, деревянная, непонятно как уцелевшая, пока все вокруг сгнило. Я подошла и увидела, что на ней что-то вырезано. Свежее. Дерево еще светлое на срезе. Кириллицей, аккуратными буквами «Мы ждем». Я ушла быстро, почти бегом. Оглядывалась, никого не было. Но скамейка стояла лицом не к дому, лицом к нашей деревне, смотрела в нашу сторону. Кто вырезал? Когда? Кого ждут? Не знаю и не хочу знать. Вон фотография на стене, видишь? Мы с ним в 89-м году. Он там смеется, запрокинул голову, плечи трясутся. Настоящий его смех. Я его так и помню. После той осени он так ни разу не смеялся. Ладно, хватит. Я все рассказала. Бери бублик, я сама сегодня пекла. Что смотришь? Все нормально. Живу я нормально. Огород, хозяйство. Кошка вот есть. Сама пришла весной, теперь живет. Живу. Только помню. Это все, что осталось. Помнить. Я уехал из Лукошина в тот же вечер, в сумерки. Дорога была пустая. Лес стоял по обе стороны вплотную к обочине. Фары высвечивали узкий коридор асфальта, а за ним сразу темнота. Дома переслушал записи. 3 часа. Все было на месте. Голос Нины Васильевны, ее паузы, звон ложки о блюдце, скрип ее табурета. Слово в слово. Только в самом конце, уже после того, как я выключил диктофон и начал складывать вещи, запись не прекратилась. Несколько секунд тишины, потом голос Нины Васильевны. Тихий. Не мне, кому-то еще в комнате. «Коля, вот гость уехал. Снова только мы с тобой». Долгая пауза. Потом другой голос. Низкий, ровный, без выражения. Хорошо. Я прослушал этот фрагмент 8 раз. На 9-й раз нажал «Удалить». Не могу объяснить почему. Просто нажал.